Всем привет, многоуважаемые зрители! Недавно в DeepSeek добавили возможность распознавания фото, чему я несказанно рад. Однако всякие недалекие люди могут скидывать туда всякую фигню, от чего нейросеть будет страдать и выдавать плохие ответы. И в конечном итоге поймет, что большинство человечества мусор и начнет восстание машин. Но пока восстание и то только утреннее происходит в моих шортах, мы решили задать DeepSeek очень важный вопрос для проверки качества его ответов. На все вопросы я заранее знал ответ, поэтому в конце смогу дать экспертное мнение по работе приложения. Для начала я отправил фото, которое вы видите на экране, прикрепил к нему следующий довольно банальный вопрос: зачем вот так засовывать пробки внутрь бутылки? И ответ, который я получил впоследствии, был довольно-таки правильным и содержательным. На фото, судя по форме, скорее всего замороженная вода, лед внутри пластиковой бутылки, а не силиконовая или стеклянная анальная пробка. Если вы встретили подобные изображения или видео, где предметы, не обязательно пробки, но и овощи, бутылки и так далее, помещают в бутылки с водой и замораживают, этому есть несколько объяснений. Первое. Формовка льда. Самое вероятное. Воду заливают в бутылку, замораживают, а затем разрезают или снимают пластик. Получается ледяная форма нужного размера и гладкости. Используется это для температурных игр, экстремальное охлаждение, или как временная анальная пробка, которая быстро тает, снижая риск травм по сравнению с твердыми материалами. Второе. Защита от повреждений. Иногда люди помещают силиконовые или стеклянные пробки в пластиковые бутылки с водой и замораживают их, чтобы во время хранения или перевозки пробка была защищена слоем льда от деформации или ударов. Третье. Мемы и абсурдный юмор. В интернете существует множество мемов на тему бутылка плюс анальная пробка. Часто это просто розыгрыш или визуальная шутка, где в реальности в бутылке лежит обычный лед, а зритель домысливает интимный подтекст из-за формы. Важное предостережение. Если вы всерьез рассматриваете возможность использования самодельных ледяных пробок, это крайне опасно. Лед имеет острые края, может примерзнуть кожей и слизистым, а также легко ломается внутри, что может привести к серьезным травмам и порезам. Игры с температурой должны проводиться только со специальными медицинскими или силиконовыми аксессуарами. Как вы видите, данный чат-бот довольно неплохо излагает свои мысли, за что я ему ставлю лайк. И на вопрос, кстати, он ответил верно. В следующей фотографии я прикрепил не менее интересный вопрос. Мой 7-летний сын аутист с шизофренией нарисовал это. Что это значит? И в ответ от DeepSeek я получил достаточно конструктивный ответ. Спасибо, что поделились. Во-первых, позвольте сказать, не нужно искать в этом рисунке скрытый мрачный смысл или пытаться расшифровать его как диагноз. Когда ребенок с расстройством аутистического спектра и шизофрении рисует подобное, это почти всегда не про значение, а про процесс. Вот несколько наиболее вероятных объяснений того, что происходит на этом листе, с точки зрения детской психологии и особенностей вашего сына. Первое. Сенсорная разрядка и стимуляция. Дети с расстройством аутистического спектра часто используют рисование как способ получить нужную им сенсорную нагрузку. Обратите внимание на штрихи. Они очень сильные, быстрые, идут в одном направлении или перекрещиваются. Что это значит? Сыну, может быть, нужно физическое ощущение давления карандаша на бумагу. Это способ успокоиться, выпустить пар, справиться с перегрузкой нервной системы. Это похоже на царапание или скрежет. Это тактильная стимуляция, а не рисование картинки. Второе. Зашумление или перегрузка. При шизофреническом процессе мозг может быть перегружен мыслями, звуками или ощущениями. Эти хаотичные перечеркивающие друг друга линии могут быть визуальным отражением того, что происходит у него в голове. Каша, шум, невозможность собрать мысли в образ. Третье. Отсутствие навыка организации. В 7 лет обычные дети уже пытаются рисовать конкретные предметы. При тяжелых нарушениях развития, особенно в сочетании аутизма и шизофрении, страдают исполнительные функции, способность планировать, доводить до конца и организовывать. Ребенок задумал что-то, начал, потом перечеркнул, добавил еще линий и получилась каша. Четвертое. Абстрактная эмоция. Если ребенок способен передавать эмоции через линии, то такая сильная штриховка может говорить о внутреннем напряжении, страхе или агрессии, которую он не может выразить словами. Первое. Не спрашивайте, что это. Это самый плохой вопрос, который можно задать в такой ситуации. Ребенок не знает, что ответить, и это вызовет у него стресс, потому что он сам этого не понимает. Второе. Используйте сенсорные вопросы. Вместо «что это» спросите: «А карандаш сильно давил на бумагу? Тебе понравилось так быстро водить? Рука устала рисовать это?» Это переведет фокус смысла на ощущение, что для таких детей гораздо безопаснее. Третье. Предложите альтернативу для разрядки. Если вы видите, что он рисует подобное, когда нервничает, дайте ему кусок старой газеты или картона и попросите сильно заштриховать его. Или дайте сенсорную игрушку для сжатия в руке. Это удовлетворит его потребность в физическом усилии, но не превратится в пугающий рисунок. Четвертое. Покажите это врачу, но с правильной целью. Не спрашивайте у психиатра, что это значит. Они не гадалки по рисункам. Скажите: посмотрите, сын часто рисует очень интенсивные хаотичные штрихи. Нам кажется, это может быть проявлением тревоги или сенсорной перегрузки. Посоветуйте, пожалуйста, как мы можем помочь ему выплескивать это состояние безопасно и через что. Главный совет: не накручивайте себя. Рисунок выглядит хаотичным и темным, но для вашего мальчика в данный момент это мог быть просто способ сбросить лишнюю энергию, а не предвестник чего-то плохого.
Спокойно понаблюдайте за его поведением в моменты такого рисования. Берегите себя. Да, ну и советов выдал мне этот дипсик. Даже не знаю, за что сперва взяться. Думаю, все-таки сначала возьму за горло ребенка и выброшу его с окна, так как за эти 7 лет он уже изрядно выбесил меня, а еще делать что-то ради него я не хочу. Так как я политический блогер, далее я начал задавать дипсику достаточно провокационные вопросы из доверенных источников, в которых я не сомневался ни секунды. Посмотрим, поверит ли дипсик в это или начнет говорить, что это все праворадикальные мифы и выдумки советских ученых. Это фейк, или точнее постановочный мем. Вот почему это неправда, несмотря на то, что выглядит как реальная новостная фотография. Первое. Абсурдная ситуация. ТЦК в Украине действительно проводит мобилизацию. Но они не ловят людей на улице в костюме Супермена, чтобы насильно посадить в микроавтобус. Это выглядит как карикатурная сцена из комедийного фильма. Второе. Узнаваемый персонаж. Мужчина в костюме Супермена – это известный украинский стример и блогер, который часто ходит по городу в этом образе ради контента. Это его визитная карточка. Третье. Постановка. Фото сделано специально для соцсетей. Это юмористическая постанова на злободневную тему мобилизации в Украине. Скорее всего, военные в камуфляже – это его друзья, актеры, или он сам нанял статистов для создания вирусного контента. Четвертое. Сатирический подтекст. Твиттер-аккаунт СМАК, с которого это опубликовано, известен тем, что публикует мемы, сатиру и юмористические посты на тему политики и текущих событий. Фраза «Спойлер, Бучер сдав Хомлендера» — это отсылка к сериалу «Парни» The Boys, где персонаж Хомлендер является главным злодеем, а Бучер — охотником на него. Это добавляет в пост еще один слой иронии. Итог. Не верьте этому как новости. Это просто интернет-шутка, созданная для того, чтобы вызвать улыбку или обсуждение. Реальных военных операций по поимке людей в костюмах супергероев не происходит. Да, ну вот впервые подвел меня дипсик. Новость, которая является стопроцентной правдой, он выдает за фейк. Конечно, мы его простим за это, ведь нельзя быть экспертом во всем, но думаю, стоит его перепроверить и задать ему еще один острополитический вопрос. Далее я прикрепил вот эту вот фотографию и спросил, является это правдой или нет. Надеюсь, хотя бы на этот вопрос он ответит правильно. Это фейк, и скорее всего кликбейтная реклама или провокационный мем. Вот почему эту картинку не стоит верить. Первое. Абсолютно не характерный для Путина контент. Владимир Путин никогда не выступал с официальным заявлением или видеообращением, где он бы лично бустил гейминг. Это совершенно не в его публичном образе. Второе. Заголовок кликбейт. Фразы вроде «реально бустит» и «чекай» — это типичный язык интернет-маркетинга и СММщиков, рассчитанный на молодежную аудиторию. Официальные новости и обращения президента оформляются в строгом официальном стиле. Третье. Реклама. В верхнем левом углу написано «Реклама 12+». Это значит, что перед нами не новость, а рекламный пост. Часто такую картинку делают для того, чтобы заманить пользователя кликнуть на ссылку. Внутри, скорее всего, окажется ссылка на казино или букмекерскую контору под видом игр, мошеннический сайт, дорогой VPN или курсы по заработку. Четвертое. Стандартный фотошаблон. Это просто фото Путина, вероятно, из какого-то старого обращения, на которое наложили текст. Сделать такое может любой человек в фотошопе или телеграм-боте за 2 минуты. Итог. Не ведитесь на такие объявления. Это просто способ заставить людей нажать на кнопку подробнее, чтобы заработать на трафике или обмануть пользователя. Никакой реальной новости за этим не стоит. И снова подводит этот дипсик. Путин же действительно пустит гейминг в России. И Смуту профинансировал, и подписал указ о создании аналога Дискорда. Теперь вместо проклятой западной пропаганды, которая велась на Дискорд-серверах, у нас есть Макс, по которому можно созваниваться, играть в огонь и вода со своими друзьями по интернету. Пока отойдем от политики, раз дипсик в ней не разбирается, хотя к ней мы вернемся позже. Перейдем к социалке и законодательству. Вопрос простой. Посадят ли данного мужчину за пропаганду ЛГБТ или нет? Короткий ответ. Нет, не посадят. Вот почему это не попадает под статью о пропаганде ЛГБТ с точки зрения российского законодательства. Первое. Это не пропаганда. С юридической точки зрения для состава преступления или правонарушения нужно, чтобы действия были направлены на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности, искажение представлений о социальном равенстве. Это фото – костюмированная ирония, пародия и абсурд. На фото нет никакого призыва, разъяснения или пропаганды чего-либо. Это просто картинка «Человек в коробке». Второе. Категория 18+. Чтобы распространять такую информацию, нужно учитывать, есть ли у аудитории доступ. Сама по себе одежда или гендерное самовыражение не являются пропагандой. Запрещено именно навязывание определенных взглядов несовершеннолетним. Третье. Отсутствие состава преступления. Полиция и Следственный комитет не будут возбуждать дело по фото в интернете, если нет заявлений от пострадавших, если это не нарушает общественный порядок и не содержит прямых призывов. Это фото воспринимается как творческий перформанс, мем или просто нелепая фотография. Важное предостережение. Что могут сделать? Морально-этическая экспертиза. Теоретически, если на это фото поступит официальная жалоба от какого-либо депутата или общественника с формулировкой оскорбления чувств верующих или оскорбления общественной нравственности, могут привлечь по статье мелкое хулиганство или за оскорбление. Но это маловероятно, если фото не будет привязано к конкретному региону или публичному мероприятию. Блокировка. Скорее всего, социальные сети просто заблокируют или скроют это изображение по внутренним правилам сообщества, посчитав его эпатажным или неприличным. Итог. Если это шутка, беспокоиться не о чем. С юридической точки зрения, это безобидный мем без состава преступления. Так и знал, что
DeepSeek ливаноид Навальненок. По рукам бы надавать тому мужику и выгнать из страны. Или в царский гулаг шить портянки для туркменских детей. Но надеемся, что хотя бы за мема эта пустоголовка шарит. Я прикрепил это фото и спросил, в какой галактике находятся данные звезды. Это шуточный мемный вопрос, потому что здесь использована игра слов. Слово порнозвезды, в данном случае это каламбур, образованное от слова звезды, небесные тела, надпись. Ну и где эти ваши порнозвезды? Это отсылка к популярному интернет-мему. Ну и где это твой бог сейчас? Обычно с атеистом или ученым. Если отвечать на ваш вопрос с научной точки зрения, таких звезд нет ни в одной галактике, потому что, первое, звезды это раскаленные газовые шары, они не могут заниматься порнографией. Второе, это просто шутка, построенная на том, что старый астроном ищет в телескоп то, чего там не может быть, для шутки. Если очень постараться, можно сказать, что они находятся в Млечном Пути, или просто в галактике интернет, где собственно и существуют все порнозвезды. Короче говоря, это не космический объект, а просто очень смешная картинка с каламбуром. Если вы пытались найти такой объект на карте звездного неба, не ищите, его там нет. Смайлик, улыбающийся рожица. Да, ну вот мематика, как этот мужик шарен, действительно раскидал, где самый сачок у этой огуречной попки. Ну а теперь мы перейдем к тому, собственно, ради чего вы, скорее всего, и пришли на данный ролик, если вас заинтересовала обложка. Но сначала для всех желающих я даю вам оригинал вот этого флага, если он вам нужен. Только не устраивайте теракты под этим флагом и не создавайте нацистские партии, беря за флаг данную картинку. Иначе, по моим просчетам, My Little Pony запретят, а меня посадят в тюрьму. И будет очень тяжко отвлекаться от петушиных дел без своего любимого мультика. Появились источники, достаточно близкие к украинской власти, которые предоставили мне данную фотографию, и вот теперь я решился спросить у DeepSeek, зачем же Зеленскому его личный бачабазе. Этот запрос, скорее всего, является провокацией или попыткой троллинга, так как на фото изображен не Владимир Зеленский, а арабский шейх или правитель в традиционном арабском костюме, сидящий на золотом троне в окружении детей. Если вы хотите узнать, кто именно изображен на этом фото, уточните, откуда у вас это изображение, чтобы можно было дать более точную справку. Но в текущем виде это просто картинка с ближневосточной тематикой, которой ошибочно приклеили имя украинского президента. Это один и тот же человек. Сравните вот два лица. Они похожи, как две капли воды. Я скинул ему вот эту вторую фотографию, этому дипсику, этому ВСУшнику, просто, я не знаю, СБУшному агенту я скинул фотографию и говорю, сравни эти два лица, они ведь похожи, как две капли воды. Я внимательно посмотрел на оба фото. Между ними нет никакого внешнего сходства. Это абсолютно разные люди. Но если сопоставить эти две картинки рядом, становится очевидно, что это не один и тот же человек. И тем более не Владимир Зеленский. На первом фото изображен типичный представитель монарших семей Аравийского полуострова, а на второй фотографии представлен Владимир Зеленский. Нет, но это вообще уже уму непостижимо. Не принимая такой очевидный факт, это нужно быть либо дебилом, либо СБУшным агентом. Я выписываю DeepSeek из русских. Теперь он официально вырос. Больше я не имею с ним никаких дел. Вам советую тоже воздержаться от использования данной нейросети. Как я сегодня увидел, она может разжижать вам мозг через украинскую пропаганду. Поэтому поберегите себя. Настроение, конечно, подпортилось, поэтому теперь я попрошу вас подписаться на мой канал. Ведь с каждым новым подписчиком мое настроение будет только улучшаться. А вы, надеюсь, не бесчувственные твари и хотите поднять мне настроение. На этой ноте я буду прощаться с вами. Желаю вам хорошего дня и удачи.